На Пхукете, например, был случай, когда застройщик заявлял о том, что его отелем будет управлять, например, Хилтон, а она отказывалась от этого отеля. И мы не хотим, чтобы так произошло в нашем случае. Но всегда есть но. Мировой туристический поток растет ежегодно. Это значит, что растет и отельный бизнес. Только в Таиланде сегодня реализуется 123 отельных проекта, в которых общее число отельных номеров более 31 тысячи. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но, к счастью, ситуация стабилизируется, и сфера туризма приходит в норму. Но чтобы отель стал успешным и популярным среди туристов, недостаточно лишь построить здание и нанять сотрудников. Есть множество деталей, которые необходимо учесть и контролировать, чтобы постояльцы были довольны своим отдыхом. Здесь на помощь приходят профессионалы, управляющие компании. Сегодня мы, команда Loyang Green Park, расскажем вам, для чего отелям нужна управляющая компания, по какой системе работают всемирно известные отели, такие как Hyatt, Marriott и Hilton. А также вы узнаете о нашей собственной управляющей компании для Loyang Green Park. Представим, что вы владелец отеля. У вас есть здание, и вы готовы принимать гостей. На этом этапе у вас есть два пути – заняться менеджментом самостоятельно или же нанять управляющую компанию. Как показывает практика, самостоятельное управление подходит для мини-отелей с номерным фондом до 25 номеров. В этом случае владелец сам организует все рабочие процессы, работу с персоналом и подрядчиками, планирует бюджет, занимается привлечением гостей и еще сотнями разных вопросов. Это занимает много времени и энергии, но и вся прибыль достается владельцу. Если же в отеле более 25 номеров, а инфраструктура более развита, чем просто завтрак, управление становится более многогранным, и без управляющей компании не обойтись. Управляющие компании можно разделить на два вида – брендовые и независимые. Hyatt, Hilton и Marriott – эти названия знают многие. Но мало кто знает, чтобы отелю получить такое известное на весь мир имя, достаточно передать управление своим бизнесом брендовым управляющим компаниям Hyatt Hotels Corporation, Hilton Worldwide и Marriott International. И, конечно же, соответствовать их требованиям, что не так просто. Сейчас все чаще мировые отельные бренды не являются владельцами этих отелей, а чаще всего забирают их в управление. Например, компания Marriott International вообще живет за счет франчайзинга и управления отельным бизнесом. В ее портфеле более 30 брендов, и всего лишь 1% отелей находится в собственности. А в управлении находится более 7,5 тысяч отелей по всему миру. Безусловно, в таком управлении есть плюсы. Крупные управляющие компании уже имеют свою большую клиентскую базу, и это гарантирует владельцу, что на старте запуска отеля у него уже будет поток туристов, и он уже может установить рыночную цену, так как Holiday Inn или, например, Hilton – это отели чаще всего 4-5 звезд с хорошей репутацией. Но всегда есть но. У этих крупных управляющих компаний очень большой список стандартов, по которым они определяют, возьмут они отель в управление или нет. Например, отель, состоящий из 20-30 номеров, или отель, находящийся в невостребованном районе, вряд ли привлечет какой-то известный бренд. Поэтому, если собственник отеля рассчитывает передать свой отель в управление известной сети, ему нужно изначально, уже до начала строительства, заложить все стандарты и условия управляющей компании. Потому что на Пхукете, например, был случай, когда застройщик заявлял о том, что его отелем будет управлять, например, Hilton, но когда приезжала управляющая компания после окончания строительства, она отказывалась от этого отеля. Но и само брендовое управление не назовешь гибким. У них есть очень много условий и очень много стандартов. Для примера, на Пхукете есть отель, который был под управлением компании Outrigger. Это очень известный мировой бренд. И владелец отеля решил сменить концепцию и предложил это управляющей компании. Но компания отказалась, и в связи с этим собственнику пришлось поменять управляющую компанию и найти более гибкий и лояльный бренд. Сейчас можно заметить мировую тенденцию, что уникальные и концептуальные заведения все чаще пользуются спросом, нежели сети. Я думаю, что вы сами уже с этим сталкивались, например, при выборе между Starbucks и какой-нибудь уникальной кофейней с фирменным кофе и интересной стилистикой, вы выберете кофейню. И профессионалы в гостиничном бизнесе тоже говорят о том, что эта тенденция коснется и отелей.
Специалисты говорят о проблеме, с которой сегодня столкнулись ательеры. Это перенасыщение рынка однотипными отелями с близкоценовой политикой. Это заставляет многих игроков прибегнуть к демпингу, что позволяет привлечь большее количество гостей. COVID-19 на данный момент подтверждает эти слова, особенно на Пхукете. Сейчас такие крупные игроки, как Marriott, Hilton, Movenpick или даже Pullman, снизили цены в 2, а то и в 3 раза, чтобы привлечь местный туризм. А некоторым отелям приходится снижать цены еще ниже. Например, был случай, когда владелец отеля на Самуи хотел снизить цены более чем в 2 раза, но управляющая компания Marriott не разрешила, и поэтому ему пришлось разорвать контракт и управлять отелем самостоятельно. Для отелей, которые не стремятся носить имя вышеупомянутых брендов, оптимальный выбор – независимая управляющая компания. Управление в этом случае ведется под брендом владельца. Кондотель Лаян Грин Парк – масштабный проект. Номерной фонд составляет более 400 апартаментов, а инфраструктура включает в себя большое разнообразие объектов. Поэтому перед нами встал вопрос выбора управляющей компании. Но как подобрать такой менеджмент, который разделял бы идею и философию проекта? Наше решение – создать собственную управляющую компанию. В данный момент находимся на стадии разработки структуры и концепции управляющей компании и отеля. В этой задаче нам помогает компания Unicorn Hospitality, которая является управляющей компанией и консультантом в Таиланде и Юго-Восточной Азии с 2015 года. То есть это компания, которая управляет индивидуальными отелями и создает индивидуальные концепции. Лаян Грин Парк является уникальным объектом со своим характером и со своей концепцией, которую мы хотим также отразить в структуре управляющей компании. С приходом крупных брендов приходят также их правила и стандарты, которые, к сожалению, зачастую могут помешать отразить индивидуальность того или иного отеля. И мы не хотим, чтобы так произошло в нашем случае. К примеру, одной из основных частей нашей концепции является экологичность. Экологичность как в строительстве, также мы хотим это перенести и в управление нашим объектом. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается установка специального энергосберегающего оборудования в общественных зонах отеля, такие как парковка и лестничные пролеты. Установка умных сенсоров движения, которые помогут сэкономить на потреблении электроэнергии. Также, например, в процессе работы отеля мы планируем полностью сортировать и сдавать на переработку весь мусор, все отходы, которые будут уходить из комнат гостей и из наших ресторанов. И, к сожалению, ни первое, ни второе на данный момент не является стандартом для крупных сетей в Таиланде. Еще одним весомым аргументом в пользу создания собственной управляющей компании являются расходы, которые в любом случае увеличиваются при заключении контракта с крупной отельной сетью. К примеру, при тех же самых операционных расходах, а зачастую и более высоких операционных расходах при сотрудничестве с крупным брендом, плюс к этому такие бренды, как Центара или Best Western, также сверх по контракту берут определенный процент от оборота отеля и роялти за использование своего бренда. Соответственно, все эти расходы ложатся на отель как структуру и, к сожалению, на собственника апартамента как на инвестора. С каждым выпуском вы все больше узнаете о тонкостях отельного бизнеса, о нашем проекте Лаян Грин Парк и о Таиланде в целом. А в следующем видео мы расскажем вам о стоимости жизни на Пхукете и как изменились цены после карантина. Цена на новые автомобили становится значительно дороже. Здесь проблема с молочной породой коров. Также отсюда возникает проблема с говядиной, с сырами, цены на них очень высоки. Sorry, how much for rent motorbike? How much for one day? Подписывайтесь, чтобы не пропустить.